Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот таких милых, красивых собачек. Как они смотрятся сбоку. Эти собачки сидят. Вот игрушки стоят без любой опоры. Они самостоятельно могут так сидеть. Эти собачки вяжутся одинаково по одной схеме. Единственное, вот бежевая собачка вяжется одним цветом. Далматинец связан основной, это белый цвет, хвостик черный и одно ушко черненькое. Также вышиты черные пятнышки. И вот еще есть одно отличие, это глазки расположены у бежевой собачки на один ряд ниже, у далматинца на один ряд выше, и потому я сделала утяжку. И вот видите, как отличается мордочка с утяжкой и без утяжки. Когда будем вязать этих собачек, то я буду рассказывать, в каких рядах вставляем глазки. Эти собачки связаны по схеме вот этого мопсика, только они отличаются вот по мордочке. Вот в этой части вяжется немного по-другому. Вот смотрите, у мопсика такая большая мордочка, у этих собачек поменьше. Ссылку на мастер-класс мопсика я оставлю на видео и под видео. Также по такой схеме мы с вами вязали вот таких котят. Они тоже сидят. Ссылку на мастер-класс этих котят я тоже оставлю на видео и под видео. И еще вязали вот такую лисичку. Все они связаны по одной схеме. И все ссылки будут на видео под видео. Если вам понравилась какая-то игрушка, то переходите и вяжите. А сегодня свяжем вот таких милых собачек. И еще не сказала о размерах этих собачек. Если от головы и до лапок, то собачка получается на 11 сантиметров. Расход пряжи на этих собачек тоже небольшой, так как собачка вот небольшого размера, она помещается в ладошки. И теперь уже будем вязать такую красоту. Для собачки я буду использовать пряжу плюшевую в 100 граммах 120 метров и вязать крючком 4 миллиметра. Свяжем ножки, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду 8 столбиков. Вяжем второй ряд. Провязываем 1 столбик. Одеваем маркер. Теперь 2 убавки подряд. Первая убавка. И вторая. И довязываем до конца ряда. Вот так выворачиваем 3 столбика. Сейчас так вывернем. Один.
2 и 3. В конце второго ряда 6 столбиков. Третий и четвертый ряды вяжем по 6 столбиков. И вот третий и четвертый ряды по 6 столбиков, ниточку отрезаем, вторую точно такую же ножку вяжем самостоятельно и ножки не наполняем. И начинаем вязать туловище. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первом ряду 8 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда, так, маркер вот переставляем в первый столбик, вяжем по прибавке. И так в конце ряда получится 16 столбиков без накида. Довязываем их самостоятельно. Теперь третий ряд. В третьем ряду вяжем 1 столбик, следующий прибавка. И так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. 1 столбик, прибавка. В конце третьего ряда получится 24 столбика. Четвертый ряд. Провязываем 2 столбика, 1, 2. Теперь вывязываем хвостик, 1 воздушная петля, 2, 3, и можно сделать 4 или 3, как вам нравится. И во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительный столбик. 1, 2 и 3. Соединительная петля в столбике, из которого вывязывали хвостик. Вот получается такой хвостик. Теперь по туловищу провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И следующей петли вывязываем пышный столбик из 4 столбиков с накидом. Вот первый не до конца, второй, третий и четвертый. Провязали 4 петельки, теперь оставшиеся 2. Вот первая ножка. Далее по туловищу вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вывязываем вторую ножку. Сделали накид на крючок и делаем пышные столбики из 4 столбиков с накидом. 2, 3 и 4. Провязали 4 петельки. Теперь оставшиеся 2. Вот вторая ножка. И довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. В конце 24 ряда без изменения 24 столбика.
Вяжем пятый ряд. В пятом ряду тоже вяжем 24 столбика. 1, 2, хвостик убираем, пускаем так вниз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот так довязываем до конца эти 24 столбика. Переходим на шестой ряд, и в шестом ряду будем вязывать передние лапки. Провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь 2 прибавки подряд. Одна прибавка и вторая прибавка. Теперь будем привязывать лапки. Вы смотрите по своей плотности вязания. Возможно, вам нужно провязать не 9 столбиков, а 8 столбиков. Теперь берем передние лапки. Привязывать их будем таким образом, чтобы убавления вот были спереди. Они будут давать эффект вот таких согнутых лапок. И берем вот за заднюю стенку, не за 2 половинки детали, а только за задние петельки. И провязываем 2 столбика. 1 столбик вместе с лапкой и второй столбик вместе с лапкой. Теперь вяжем 1 столбик по туловищу. Берем вторую лапку и за задние столбики привязываем 1 столбик, присоединяем, и второй столбик. Присоединили. Теперь после того, как вот привязали 2 лапки, вот как они смотрятся, 2 прибавки подряд. По туловищу 1 прибавка и вторая прибавка. Далее вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы закончили шестой ряд. Если посчитать столбики, их нужно считать так, как будем вязать вот седьмой ряд. Мы его будем вязать по вот этим столбикам, потом переходим вот здесь на петельки на лапки и снова на лапки. То так получается 32 столбика в шестом ряду. Теперь седьмой ряд. И в седьмом ряду повторяем 4 раза убавка и 1 столбик. Убавка, 1 столбик, убавка, 1 столбик. Это второй раз. Убавка, 1 столбик. Это третий раз. Убавка и 1 столбик. Это четвертый раз. Вот провязали так 4 раза. Теперь вяжем 11 столбиков. Вот провязываем 1 столбик по туловищу, 1, переходим на лапки
по лапкам нужно провязать 4 столбика. Для того, чтобы не было дырочки, я делаю вот накид на крючок, и там, где вот провязывали туловище из столбика, и перехожу на лапки. И вот так провязываю один столбик на лапках. Это 1, 2, 3, 4 и 5 столбик тоже провязываю вот на лапках, перехожу на столбик на туловище, и это 5 столбик, который мы завершили на лапках. Теперь по туловищу провязываю 1 столбик и переходим на вывязывание на лапках. И тоже, чтобы не было дырочки, в этот же столбик, где мы уже провязывали по туловищу, вот сделала такую петельку и перехожу на лапку. Так, это мы уже провязали 4, 5, 6, это 7 столбик, 8, 9 и 10 столбик на лапках и за туловище, чтобы не было дырочки. И сюда же провязываем 11 столбик. Вот так мы провязали 11 столбиков и вот поверх лапок. И теперь 3 раза повторяем убавка и 1 столбик. Провязали убавку, 1 столбик 1 раз, убавка, 1 столбик 2 раз и убавка, 1 столбик 3 раз. И так получилось здесь 25 столбиков. Теперь вяжем 8 ряд. Провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, 1 убавка. Далее вяжем 8 столбиков и убавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. Снова вяжем 8 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. В конце 8 ряда 22 столбика. Теперь вяжем 9 ряд. Провязываем 3 столбика, 1, 2, 3 и убавка. Далее 15 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 и убавка. В конце 9 ряда 20 столбиков. Переходим на 10 ряд. Провязываем 5 убавлений подряд. 1, 2, 3, 4 и 5. Тоже смотрите по своей плотности вязания. 5 столбиков вот должны закончиться вот спереди. И здесь мы провяжем 4 столбика. Может, у вас будет на одну убавку больше или меньше. Дальше вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Можно взять наполнитель и наполнить наполнителем. И вот наполнили туловище наполнителем, и получается вот такая форма. И теперь в 10 ряду нам нужно еще довязать 3 убавки. 1, 2 и 3. Всего в 10 ряду получилось 12 столбиков. Переходим на 11 ряд. Здесь уже будем вывязывать голову и провязываем 12 прибавок. Провязали первую прибавку. И так вяжем до конца ряда 12 прибавок. В конце 11 ряда будет 24 столбика. 12 ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. После 3 столбиков прибавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце 12 ряда 30 столбиков. Вяжем 13 ряд. Провязываем 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Провязали 15 столбиков. Вы смотрите по своей плотности вязания. Может, нужно провязать больше или меньше столбиков, потому что вот по центру будем вывязывать мордочку из пышных столбиков. Сделали накид, провязали 1 столбик не до конца, 2 и 3. 3 петельки провязали, теперь оставшиеся 2. 1 пышный столбик и рядышком вывязываем 2. 1 столбик с накидом не до конца, 2 и 3. Провязали 3 петельки, теперь оставшиеся 2. Вот получилась такая мордочка. И довязываем до конца ряда. 1 столбик, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. В конце ряда получилось 30 столбиков. Вяжем 14 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Провязали 14 столбиков. И там, где носик, провязываем 2 убавки. Первая убавка и вторая убавка. И теперь вяжем столбики без накида по голове. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В конце 14 ряда 28 столбиков. 15 ряд. Провязываем 28 столбиков без изменения. Вяжем их до маркера. 16 ряд. Тоже вяжем 28 столбиков без изменения. Довязываем их до маркера. 17 ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. После 5 столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 4 повторения. В конце 17 ряда 24 столбика. Я вставила носик на безопасном креплении 9 на 11 миллиметров. Также вставила глазки 10 миллиметров. Они располагаются между 14 и 15 рядами. У далматинца я вставила глазки между 15 и 16 рядами. Получается на один ряд выше, чем у предыдущей собачки. Потому что у далматинца буду делать утяжку на глаза. Переходим на 18 ряд. Здесь провязываем 2 столбика. 1, 2 и убавка. Так вяжем до конца ряда. 2 столбика убавка. В конце 18 ряда 18 столбиков. Наполняем игрушку наполнителем. Вяжем 19 ряд. Провязываем 1 столбик, убавка. И так вяжем до конца ряда. Всего 6 повторений, и в конце ряда будет 12 столбиков. И последний 20 ряд вяжем 6 убавлений. Так довязываем до конца ряда, до маркера. И вот у нас осталась такая маленькая дырочка. Сейчас мы ее спрячем. Также дозаполняем, если вам нужно заполнить еще игрушку. И теперь вот прячем дырочку за передние стенки каждого столбика. Теперь ниточку потянули в серединку и вывели сбоку. Ушки вяжем точно так же, как вывязывали у мопсика. Теперь сделаем ушки. Ушки будем сразу вывязывать. Вот я
прикрепила булавками приблизительно, где хочу, чтобы располагались ушки. И сейчас убираем булавку, захватываем за столбики, присоединили. Теперь набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Сделали накид на крючок и в четвертую воздушную петлю от крючка 1, 2, 3, вот четвертая, провязываем столбик с накидом. Сделали накид на крючок, в следующую воздушную петлю провязываем еще один столбик с одним накидом. Сделали 2 накида на крючок и провязываем в последнюю воздушную петлю один столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида, провязываем второй столбик с 2 накидами из этой же петельки и сделали 2 накида и провязываем третий столбик. Получается такое ушко. И теперь присоединяем соединительной петлей. Ниточку можно отрезать, и вот получилось такое ушко. Так, отрезаем. И такое висячее ушко. С обратной стороны ушка я прикрепила вот ниточку в верхнем ряду, набрала цепочку из воздушных петель 6, провязала столбики с накидом и теперь буду присоединять соединительной петлей вот в нижнем ряду. Прикреплю, отрежу нить и эти ниточки спрячем вовнутрь изделия. Вот получились такие собачки. У них я вышила бровки, перемычку вот возле носика. У далматинца повышивала черные пятнышки. Сделала просто стежки, где больше, где меньше. Вот такие они все разные. И вот, как вы видите, у собачек глазки расположены в разных рядах, как я и говорила. У этой бежевой собачки глазки на один ряд ниже, они прям вот над носиком. У далматинца немножко выше. И вот те, что выше, сделаем для них утяжку. И вот я беру полухлопковую пряжу, вывожу иголку возле глазика с ниткой. Так. Хвостик ниточки оставляю внизу и прокалываю вот во второй уголок глазика и вывожу сюда вниз. Точно так же делаем на второй глазик. И вот теперь берем ниточки, те, что на одном глазике, подтягиваем. Сделали один узелок, теперь переходим на второй глазик, подтягиваем, смотрим, чтобы была одинаковая утяжка. Теперь завязываем на второй узелок,
Эти две ниточки спрячем вовнутрь изделия. И вот так собачка выглядит с утяжкой и без утяжки глазиков. И вот получились такие собачки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!